Первоначально умные часы считали игрушкой хипстеров, затем показателем статуса. Сейчас же умные часы упрощают жизнь спортсменам, бизнесменам и просто людям, которые активно пользуются своим смартфоном. С помощью такого гаджета вы сможете принимать звонки, отвечать на смс-сообщения и электронные письма, управлять плеером, измерять сердечный ритм и решать множество других задач. Всем здорово, YouTube! Ассортимент смарт-часов просто огромный. И я собрал для вас 10 лучших моделей, которые подойдут под любые задачи, цвет и бюджет. Смотри это видео до конца, и ты точно подберешь что-то для себя. Поехали! Apple Watch 6 серии. Это лучшие умные часы для iPhone. Компания Apple задает тенденции во многих сферах, в том числе и в сегменте смарт-часов. Apple Watch 6 – шестое поколение флагманской линейки этих наручных гаджетов. По сравнению с предшественником модель изменилась несущественно, но несколько интересных фишек сюда все же добавили. Теперь пользователи могут измерять содержимое кислорода в крови и проводить мониторинг сна. Производитель улучшил чип S6 и добавил более яркий дисплей Retina. При включенной функции Always On Display экран в 2,5 раза ярче, чем у часов предыдущего поколения. И даже под прямыми солнечными лучами остается хорошо читаемым. Эти умные часы, как и прежде, работают без подзарядки в течение 18 часов. А при экономном использовании вам легко их хватит на сутки. Несмотря на более яркий дисплей и другие улучшения, автономность Apple Watch 6 серии не ухудшилась. А вот и более интересные функции. Возможность проведения электронного ЭКГ, измерение сердечного ритма, встроенный компас и GPS, а также измерение концентрации кислорода в крови, обнаружение падения с автоматической отправкой тревожного сообщения, мониторинг спортивных режимов, модуль NFC и голосовой помощник. Часы стоят около 30-35 тысяч рублей. И это не самая низкая цена обусловлена большим функционалом гаджета. К преимуществам Apple Watch 6 можно отнести стильный дизайн, как и у других гаджетов Apple, множество функций, многообразие цветов корпуса, а также возможность смены ремешков. Недостатки Apple Watch 6 тоже никуда не делись, но, по-моему, они несущественны. Цена, относительно небольшое время автономной работы и совместимость только с iOS. Samsung Galaxy Watch 3 – одни из самых лучших смарт-часов для Android. Если Apple Watch 6 можно смело считать лучшим гаджетом для iOS, то пользователям Android устройств можно посоветовать Samsung Galaxy Watch 3. Супер AMOLED дисплей диагональю 1,4 дюйма и прочное стекло Gorilla Glass DX. Корпус соответствует стандарту защиты IP68 и выдерживает давление под водой до 5 атмосфер. При этом производитель позволяет погружать гаджет только в пресную воду на глубину до 1,5 метров, максимум на 30 минут. Galaxy Watch 3 работает на операционной системе Tizen 5.5. В них 8 ГБ встроенной памяти и 1 ГБ оперативной. К другим особенностям гаджета также относят крутой интерфейс, Bluetooth 5.0, NFC-модуль для бесконтактных платежей, поддержку Wi-Fi, GPS и GLONASS, батарею на 350 мАч. Также Galaxy Watch 3 можно заряжать с помощью смартфона, в которой есть функция беспроводной либо реверсивной зарядки. Galaxy Watch 3 – эталон лаконичного дизайна. Преимущество Galaxy Watch 3 – это стильный дизайн, большое количество функций, удобная навигация и автономность до нескольких дней. Из минусов – англоязычный виртуальный помощник и небольшое количество расцветок. Xiaomi Amazfit T-Rex – умные часы с хорошим аккумулятором. Часы были презентованы в начале 2020 года на крупнейшем технофоруме в Лас-Вегасе. У гаджета выразительный дизайн, который некоторым очень понравился, хотя он при этом не сочетается со строгой классической одеждой. В общем, Amazfit T-Rex – это идеальный вариант для людей, предпочитающих спортивный стиль. У этих смарт-часов легкий поликарбонатный корпус, который доступен в 5 цветах – черный, хаки, камуфляжный, оливковый и графитовый. Amazfit T-Rex имеют достаточно брутальный дизайн. Гаджет легко спутать с обычными спортивными часами. Экран диагональю 1,3 дюйма имеет разрешение 360 на 360 точек. Через стандартное приложение, кстати, можно скачать различные циферблаты. Ремешок сделан из мягкого силикона и плотно прилегает к руке. На правой грани под циферблатом размещены кнопки для ручного управления. Они удобные и не срабатывают от случайных касаний. Главное преимущество Xiaomi Amazfit T-Rex
Автономность. Производитель утверждает, что без подзарядки часы работают в течение 20 дней. Позиционируются эти смарт-часы как гаджет для занятия спортом и активного отдыха. Они не боятся воды и пыли. Также заявлена удароустойчивость гаджета, хотя здесь используется не самое надежное ударопрочное стекло Gorilla Glass 3. Преимущества Amazfit T-Rex следующие. Хорошее соотношение между ценой и качеством, рекордная автономность и водонепроницаемость до 5 атмосфер. Недостатки Amazfit: не самый большой набор функций, а также дизайн не подходит под строгий стиль одежды. Не забудь, кстати, подписаться на канал и поставить свой королевский лайк. И поехали дальше. На 4-й строчке разместился Honor Magic Watch 2. Смарт-часы для спортсменов. Это одни из лучших смарт-часов в бюджетном сегменте. Гаджет работает на процессоре Kirin A1. Это собственная разработка компании Honor. Производитель реализовал много персонализированных циферблатов и большое количество функций, характерных для спортивных девайсов. Корпус Honor Magic Watch 2 сделан из нержавеющей стали и имеет при этом защиту уровня IP67. Экран AMOLED с диагональю 1,39 дюйма. Получил разрешение 454 на 454 точки. На одном заряде аккумулятора Magic Watch 2 способны работать до 168 часов в состоянии покоя. Производитель позиционирует этот гаджет как лучшее устройство в своем классе для спортсменов. Часы имеют пульсометр, 15 режимов тренировок, 13 курсов бега и многие другие полезные функции. К преимуществам Magic Watch 2 можно отнести прочный корпус из нержавеющей стали, 15 циферблатов на выбор, опцию для контроля за здоровьем, компактные размеры, а также хорошую автономность. Эти часы не поддерживают дополнительные приложения, и это можно отнести к недостаткам. Honor Band 5 – бюджетные умные часы. Главным преимуществом этих смарт-часов, конечно же, станет цена. Honor Band 5 стоит в районе 3-4 тысяч рублей. Гаджет способен измерять уровень кислорода в крови, а также в нем есть шагомер, секундомер, пульсометр и таймер. Устройство анализирует качество сна, ориентируясь на фазы и дыхание. К другим полезным функциям Honor Band 5 относят отображение текстовых уведомлений на дисплее, 8 циферблатов на выбор, возможность управлять музыкой, уведомления о сообщениях и сбор статистики о тренировках. У Honor Band 5 узкий вертикальный дисплей, но на нем помещается вся основная информация. Батареи хватает на 6 дней активного использования. Яркий и четкий дисплей, очень доступная цена. Из недостатков Honor Band 5 это отсутствие GPS модуля и иногда ошибаются датчики. Garmin Venue – лучшие часы для контроля над организмом. Это умные часы с ярким дисплеем диагональю 1,2 дюйма с разрешением 390 на 390 точек. Производитель сделал множество циферблатов и анимированных заставок для разных тренировочных режимов. У Garmin Venue в его ценовом сегменте один из самых широких на сегодняшний день набор функций для контроля здоровья и функционала тела, который включает в себя мониторинг сна, датчик пульс OX для анализа насыщенности крови кислородом, сенсор для измерения и определения изменений частоты сердечных сокращений, датчик уровня стресса с напоминанием о необходимости расслабления, контроль гидратации организма, дыхательные упражнения. Есть даже функция Body Battery для контроля уровня энергии организма в реальном времени. Она помогает планировать распорядок дня, выбирать лучшее время для спорта или отдыха. Смарт-часы Garmin Venue имеют минималистичный дизайн и выглядят достаточно стильно. Преимущества: яркий AMOLED-дисплей, хорошая автономность, продвинутый софт для спортсменов, множество датчиков и точный пульсометр. Из недостатков: не самая распространенная платежная система Garmin Pay, а также не самая маленькая цена в районе 35 тысяч рублей. Apple Watch SE – гибрид смарт-часов 3 и 5 поколения Apple. Умные часы Apple Watch SE стоят в районе 25 тысяч рублей. Представляют собой нечто среднее между Apple Watch 5 и 3 серии. По функциональности SE версия уступает флагману 6 серии. Но если вам не нужна функция снятия ЭКГ, датчик концентрации кислорода в крови и опция Always On Display, Apple Watch SE станет для вас оптимальным выбором. Гаджет оснащен таким же чипом, как и Apple Watch 5. Объем встроенной памяти 32 гигабайта.
Работают часы на базе операционной системы watchOS 7. Среди полезных функций есть высотомер и акселерометр. В режиме реального времени Apple Watch SE определяют высоту над уровнем моря. Производитель заявляет автономность на уровне 18 часов. Издалека Apple Watch SE легко можно перепутать с флагманской моделью Apple Watch 6 серии. Преимущество — это премиальный дизайн, большое количество функций, много цветов корпуса и широкий ассортимент сменных ремешков. К недостаткам я бы отнес совместимость только с iOS и относительно небольшую автономность. Huawei Watch GT2. Умные часы, которые значительно превзошли предшественников. Первое поколение Huawei Watch GT оказалось неудачным и получило много отрицательных отзывов. Хотя и положительные отзывы тоже были. Разработчики провели серьезную работу над ошибками, выпустив действительно хорошие и функциональные часы Huawei Watch GT2. У гаджета две версии, которые различаются диаметром корпуса: 42 мм женская модель и 46 мм мужская. Женская модель внешне напоминает Samsung Galaxy Watch Active 2 и имеет AMOLED-дисплей диагональю 1,2 дюйма с разрешением 390 на 390 точек. У мужских часов экран чуть побольше. Диагональ 1,39 дюйма с разрешением 454 на 454 точки. Встроенное количество памяти всего 4 гигабайта, из которых пользователю доступны только лишь 2 гигабайта. Благодаря классическому циферблату Huawei Watch GT2 со стороны не отличить от механических часов. В Huawei Watch GT2 есть 15 спортивных режимов, а также датчик пульса, сенсоры для оценки качества сна, шагомер, опция подсчета калорий, компас, функция поиска телефона и некоторые другие. Заряда аккумулятора хватает на 14 дней, но при этом, если включен GPS, гаджет разряжается в течение 30 часов. Преимущество — большой набор функций, хорошая автономность при неработающем GPS, функция Always On Display и премиальный дизайн. Недостатки здесь тоже есть. NFC-модуль работает только в Китае и, к сожалению, нет поддержки сторонних приложений. Realme Watch – недорогие смарт-часы с большим дисплеем. Устройство попало в мой топ благодаря удачному соотношению между ценой и качеством. При стоимости менее 4000 рублей у гаджета сенсорный экран с разрешением 320 на 320 точек, диагональю 1,4 дюйма. Смарт-часы совместимы с Android устройствами, оснащены функциями мониторинга сна, подсчета калорий и определения физической активности. Гаджет отслеживает частоту сердечного ритма, определяет уровень кислорода в крови и поддерживает 14 тренировочных режимов. Заряда хватает на 7 дней автономной работы с включенным датчиком сердечного ритма. Форма корпуса Realme Watch похожа на топовую модель Apple Watch. Преимущество — GPS-модуль, датчик движения, много функций и доступная цена. К недостаткам я бы отнес отсутствие функции NFC и не самое большое разрешение экрана. Xiaomi Mi Band 5 – это лучшие бюджетные фитнес-часы. Эти смарт-часы подходят не только для занятия спортом, но имеют и другие широкие возможности. За скромную цену около 2000 рублей Xiaomi оснастили устройство множеством функций. Производитель позиционирует этот гаджет как фитнес-трекер, но его можно использовать как часы, секундомер, таймер или календарь. Встроенные датчики помогают контролировать сердечный ритм, выявляя отклонения и предупреждая об опасности для здоровья. Xiaomi Mi Band 5 отслеживают качество сна и собирают статистику. Трекер уведомляет владельца смартфона о входящих звонках и сообщениях. Также на часы приходят оповещения из социальных сетей и приложений. Есть ассистент активности, устанавливающий оценку от 1 до 100, исходя из пройденного расстояния, частоты тренировок, потраченных калорий, общей подвижности и других показателей. Mi Band 5 по форме и дизайну не сильно отличается от предшествующих поколений этих смарт-часов. Преимущество — автономная работа до 14 дней, очень доступная цена, 11 спортивных режимов и множество функций для контроля за здоровьем. Недостатки — не самый точный шагомер, есть недоработанные и бесполезные функции. И, кстати, уже доступна более современная версия этих смарт-часов Xiaomi Mi Band 6. Полный обзор на них можешь посмотреть по ссылочке сверху.
Выделить самый лучший гаджет из этого списка, по-моему, невозможно, так как у всех пользователей разные требования и финансы, но все-таки некоторые рекомендации я могу дать. Если нужны лучшие умные часы для iOS, стоит выбрать Apple Watch 6 серии. Пользователям Android устройств можно посоветовать Samsung Galaxy Watch 3. Спортсменам же подойдут Honor Magic Watch 2. А если требуется оптимальное по соотношению между ценой и качеством устройства, следует обратить внимание на Huawei Watch GT2. Остальные модели тоже показались мне очень привлекательными, и ты по-любому сможешь выбрать что-то на свой вкус и кошелек. Напиши, кстати, в комментарии, какие умные часы используешь ты, или какие из этого списка тебе приглянулись больше. Да пребудут с вами инновации!